Приветствую всех зрителей нашего канала. Мы, как и обещали, сегодня выкладываем еще один ролик из рубрики «Не опубликованное». Связано это с тем, что мы готовили большую работу, эту работу сделали и вернулись в Москву всего на 2 дня. Как говорится, почистить перышки, пополнить запасы воды и еды. И мы выдвигаемся на очередную большую работу. Это тоже будет водный объект. Нам необходимо достать из-под воды земснаряд массой около 400 тонн. Это видео как раз вы смотрите в тот момент, когда мы продолжаем битву за металл. Кстати, у меня вопрос к нашим зрителям. Будет ли вам интересно смотреть, стоит ли нам выпускать этот ролик? И будет ли вам интересно смотреть, если мы даже не справимся с этой работой? Потому что все-таки масса большая, глубина большая, там порядка 10 метров. Как-то один из зрителей написал нам в комментариях, были ли у вас случаи, когда вы не справлялись с работой. Ну вот, представился нам такой шанс. Надеюсь, мы с этим справимся. В этом ролике вы увидите спасение тяжеловеса. Вернее, не так, тяжеловеса и негабарита одновременно. Произошло это в Рязанской области, в городе Тума. Водитель трала задремал, съехал на обочину, какое-то время двигался по обочине. После этого, проснувшись, резко вывернул руль влево. А колеса на трале почему-то повернулись вправо, хотя должны были быть в транспортном положении и стоять прямо. Так вот, колеса, повернувшись в правую сторону, затащили просто весь автопоезд, этот тяжеловес, в кювет, и произошло опрокидывание. Работали мы 3 эвакуаторами, работа была достаточно сложная. Задействовано было 8 лебедок. 2 эвакуаторами с крановыми телескопами мы поднимали колонну и одновременно подтягивали трал, а 3-й эвакуатор вытаскивал это на дорогу. При опрокидывании автопоезда порвались передние крепления, к которым была закреплена колонна к тралу. Для начала мы провели определенные подготовительные работы. Работы проводились без перекрытия движения. С помощью боковой лебедки мы подтянули колонну к тралу, поставили 2 дополнительные цепи для того, чтобы закрепить колонну в таком положении. Размотали лебедки, сделали зацепы, поставили стропы вокруг колонны. По прибытию экипажа ДПС было перекрыто движение, мы выставили эвакуаторы и начали работу. Валерий, ты смотришь, я просто потом туда полезу.
Приходилось работать достаточно медленно и осторожно, потому что приходилось синхронизировать одновременную работу нескольких лебедок. Длина колонны чуть более 20 метров и вес около 32 тонн, плюс масса тягача около 9 тонн и полуприцепа порядка 16 тонн. Общий вес автопоезда составил ориентировочно 57 тонн. После того, как мы поставили автопоезд на колеса, нам необходимо было перецепить стропы, чтобы изменить принцип их работы. На первом этапе стропы работали на переворот. После того, как мы их перецепили, стропы начали работать на подъем. То есть приподнимая колонну и подтягивая ее на себя крановыми телескопами, а другими лебедками мы подтягивали на себя трал. понятно. Мы и так торопимся.
мы и поставили 2 дополнительные цепи, но у нас произошел небольшой сдвиг колонны относительно трала, и колонна у нас двинулась, а трал остался на месте. Но в принципе мы вышли из положения, мы подняли колонну, пододвинули обратно трал. Кстати, вот эту вот деревяшку мы так и не смогли поднять. Мы ее поднимали потом с помощью эвакуатора. Мы колонну эту подняли, поставили ее на трал. Стояла она у нас сначала криво. Мы отбуксировали это все на площадку, где были выставлены машины. Телескопическими стрелами мы подняли колонну 2 эвакуаторами. 3-й эвакуатор двигал у нас вперед-назад сам трал, а влево-вправо мы его позиционировали лебедками. И в принципе у нас все получилось. Мы поставили на место ровненько, как это необходимо. Мы поставили эту ракету на место, закрепили, отбуксировали это все на стоянку. На следующий день приехали специалисты, которые поставили тягач на ход, и автопоезд своим ходом добрался до места назначения. Надеюсь, у нас получилось сделать ролик интересным, даже из того материала, который был. Надеюсь, ролик вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался. Мы будем стараться, чтобы сделать наш канал еще более интересным. Берегите себя. Пока.